Привет, друзья! Николай Расторгуев, певец, музыкант, солист группы Любэ, имеет звание народного артиста РФ. Практически все его песни – хиты. Он именно тот певец, которого так ждали в конце 90-х. Он свой, надежный, простой, душевный. Расторгуев из тех, кто похож на друга юности, живущего в соседнем дворе, которому веришь больше, чем себе. Николая часто называют комбатом отечественной эстрады. Под его музыку успело вырасти несколько поколений, и она не утратила своей актуальности и сейчас. Но перед тем, как мы начнем, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и запостите видео в соцсетях. А далее мы расскажем, как живет Николай Расторгуев и сколько он зарабатывает. Николай Расторгуев родился 21 февраля 1957 года в подмосковном поселке Быково, простой рабочей семье. Мечты о музыкальной карьере стали посещать Расторгуева еще в раннем возрасте, после того, как мальчик увидел знаменитый фильм «Вечер трудного дня», благодаря которому впервые познакомился с легендарной британской группой Beatles. В 1989 году судьба свела Расторгуева с талантливым композитором Игорем Матвиенко. Их взгляды на будущий коллектив полностью совпадали, что положило начало плодотворному и успешному союзу. Название «Любэ» придумал сам Николай. Будучи ребенком, он часто слышал различные жаргонные слова. Среди них было и слово «любэ», которое по сути означало «разный». Оно наиболее точно характеризовало суть группы, их разноплановость в стиле и жанрах исполнения. Начался новый этап в творческой биографии музыканта, который принес ему всесоюзную славу. Запоминающийся сценический образ солиста помогла создать сама примадонна Алла Пугачева, которая посчитала, что песни военной тематики будут чудесно сочетаться с солистом в гимнастерке и галифе. Артист прислушался к совету Аллы Борисовны, и вскоре уже вся группа выходила на сцену в военном амплуа, о чем свидетельствуют ранние фото и видеозаписи исполнений. Шлягеры из первых альбомов музыкального коллектива «Атас» «Не валяй дурака, Америка» слышались буквально из каждого окна необъятной родины. Популярностью пользовались песни «Там за туманами», «Младшая сестренка», «Станция Таганская», «Конь» и другие, которые не раз удостаивались престижной российской музыкальной награды «Золотой граммофон». Расторгуев стал знаменит, а его заслуги признало государство. В 1997 году он получил звание «Заслуженный артист Российской Федерации», а 5 лет спустя стал народным артистом. Позднее успехом у публики пользовались треки с дисков «Зона Любэ» и «Комбат», а в новом веке дискографию пополнили сборники «Полустаночки», «Давай за жизнь», «Ребята нашего полка». Популярный исполнитель был женат дважды. Первый раз Николай женился в ранней молодости, когда ему было 19 лет, а невесте 18. Женой будущей звезды сцены стала Валентина Титова, соседка по двору. Дружба между ними началась еще в старших классах. Это был тот случай, когда первая любовь привела к семье. После свадьбы молодожены жили в квартире родителей Валентины. Позднее сняли комнату в коммуналке. О детях супруги задумались сразу. В семье появился первенец Павел. Этот брак просуществовал 15 лет. Солист Любэ встретил и полюбил другую женщину. Для Валентины это был настоящий шок, но она пережила тяжелые времена и сегодня с теплом вспоминает о своем бывшем муже. Позже Валя второй раз вышла замуж и очень довольна своим новым мужем. Рассказывая о личной жизни, певец поясняет, что не помнит себя холостым. Ведь сразу после развода с Валентиной Николай повел в ЗАГС Наталью, вторую избранницу. Невеста артиста работала костюмером в музыкальной группе «Зодчие», которая была на гастролях вместе с группой Любэ, выступая на разогреве. Торжество по случаю бракосочетания состоялось в 1990 году. В 1994-м их семья пополнилась сыном Николаем, который родился раньше срока. Расторгуев в то время не был в Москве. Старшего сына Павла нельзя назвать публичным человеком. Он не дает интервью и бережет от посторонних глаз свою личную жизнь. В молодости Павел выучился на культуролога. Старший сын Расторгуева продолжает жить на малой родине своего отца, в городе Люберцы. Его семья состоит из любимой жены и дочери Софии, которую очень любит дед. Младший сын Николая более открытый человек. У него есть страницы в Инстаграм, куда он постоянно выкладывает фото. Коля еще не женился. Он любит роскошную жизнь, хорошо и дорого одевается, посещает известные рестораны и водит шикарную иномарку. Расторгуев-младший говорит, что тратит на себя деньги, которые он сам заработал. Его вид деятельности – сетевой маркетинг. В своем интернет-магазине он продает продукты для похудения.
У него есть целая сеть дистрибьюторов, которые реализовывают его товары. Николай Расторгуев дружит с семьей актера Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой, и даже стал крестным отцом их сына Елисея. Сегодня Расторгуев живет в двухэтажном особняке в элитном поселке на берегу Клязьминского водохранилища. Там есть частный яхт-клуб на 20 яхт, спа-центр, детский развлекательный городок, фитнес-центр, набережная с магазинчиками и церковью. Стоимость расположенных по соседству с Расторгуевским особняков колеблется в районе 150 миллионов рублей. Внутреннее убранство дома лишено вычурности и помпезности. Кухня соединена со столовой, светло-бежевые стены и минимум мебели делают пространство еще больше. Центральное место в столовой занимает круглый стол, за которым каждый вечер собираются домочадцы. Жена Наталья и сын Николай. В доме часто бывают мама Николая Расторгуева и его внучка Соня. Над столом висит большой портрет Расторгуева. Своим любимым местом в доме народный артист называет кабинет. Стены в нем украшены портретами предков, воевавших в Великой Отечественной войне. Для встреч с друзьями Расторгуев разместил в личном кабинете большой кожаный диван темно-зеленого цвета и добавляет, что может не выходить оттуда сутками, ну разве что на кухню. Расторгуев отлично готовит, обожает стряпать и есть обычные блюда – борщи, котлеты и макароны. Двухэтажный особняк Николая Расторгуева стоит на участке площадью в 20 соток. Участок тщательно ухожен и засажен деревьями и кустами. Певец рассказывает в интервью, что это заслуга его жены. Он считает свой участок самым красивым в поселке. На 2021 год у Николая Вячеславовича плотный график выступлений и гастролей. Артист пообещал поклонникам включить в концертную программу песню «А река течет», которая стала саундтреком к сериалу «Родные». Лидер группы Любэ является учредителем 4 организаций. Они связаны с производством фильмов, радиовещанием, а также оказанием финансовых услуг. Сообщается, что именная продюсерская компания Расторгуева заработала более 5 миллионов за прошлый год. В течение долгих лет участники группы Любэ неделями не появлялись дома, кропотливо зарабатывая славу и деньги. Сейчас же, когда эстрадный Олимп давно покорен, а сумма нулей на банковском счету не заставляет волноваться, 64-летний певец может позволить себе почивать на лаврах. Он ведет размеренный образ жизни в своем роскошном подмосковном доме и лишь изредка дает концерты, после каждого из которых становится богаче минимум на 1 миллион рублей. Согласно сайта 123 шоу, пригласить группу Любэ на праздник, заказать выступление Николая Расторгуева и группы Любэ на корпоратив, свадьбу, юбилей или день рождения для Москвы и области будет стоить 1 миллион 800 тысяч рублей. Артист занимается благотворительностью. Фонд, созданный Николаем Вячеславовичем в 2014 году, реализует проекты, направленные на помощь детям-сиротам, культуре и искусству. Поддерживает Расторгуев и малые народы России. В 2019 году его фонд профинансировал этнологическую экспедицию в Республику Алтай. Ее целью был сбор материалов по мифологии этого края. Давайте пожелаем Николаю Расторгуеву новых хитов, больших успехов, семейного счастья, выгодных контрактов, крепкого здоровья и долгих лет жизни. Ну а если вам понравилось видео и вы еще не подписались, то подписывайтесь прямо сейчас и запостите видео в соцсетях. В следующих выпусках будет много интересного. До скорых встреч. Пока!